Студия «Зеленый мир» представляет фильм «Абрикос. Источник здоровья», созданный в рамках проекта «In situ on farm» сохранение и использование агробиоразнообразия плодовых культур и их диких сородичей, реализуемый в Казахстане по гранту Международного центра биоразнообразия, программы ООН по окружающей среде, Глобального экологического фонда. Абрикос – одна из древнейших плодовых культур. Его возделывают в течение тысячелетий в умеренных районах Центральной Азии и Китая. В Ферганской долине при раскопках древних поселений косточки абрикоса были найдены в слоях, относящихся к шестому тысячелетию до нашей эры. Абрикос является одним из любимых плодов многих народов. Тысячелетиями свежие, высушенные или переработанные его плоды служили людям не только продуктом питания, но и лекарством. Абрикос сочетает в себе такие биологические особенности, как интенсивный рост, скороплодность, долголетие, высокая продуктивность. Плоды абрикоса созревают рано. В мякоти плодов гармонично сочетаются легко усвояемые сахара и органические кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли и микроэлементы. Абрикосы содержат до 20% сахаров, 1% пектина, витамины А, В1, В2, В6, В12, С, ПП, а также микроэлементы, биологически активные вещества, важные для нормальной жизнедеятельности организма человека. Причем в абрикосах, выращенных в горных районах, этих соединений в 2 раза больше. Абрикос способствует восстановлению гемоглобина в крови. В 100 граммах свежих абрикосов содержится 1,6 мг каротина, 305 мг калия, а сухие абрикосы – бурю, курага – в 100 граммах содержит более 160 мг магния и 12 мг усвояемого железа. Это настоящий концентрат железа. Абрикос – плод номер 1 для производства детского питания. Абрикос обыкновенный – единственный представитель рода абрикос в Казахстане. Занесен в Красную книгу Казахстана и ценнейший исходный материал для селекции. Прародитель всех культурных сортов абрикоса – это дикорастущий абрикос обыкновенный, по-латински называется армяняка вульгарис. Дикий абрикос распространен у нас в Тянь-Шане. Помимо Казахстана он растет также в Узбекистане и в Таджикистане. Кроме того, различные виды абрикоса, их насчитывается в природе до 6 видов, растут в Сибири, Северном Китае, Манчжурии, Северной Корее и даже в Японии. Но из этих видов наибольшую такую ценность для культуры представляет абрикос обыкновенный. Существует большая популяция абрикоса, где представлены в наибольшем объеме его дикорастущие формы, начиная от очень мелких темно окрашенных форм до крупных, почти как сортовые абрикосы, плодов. Эта популяция представляет огромную ценность для селекции абрикоса, и так как она единственная во всем мире, мы должны ее, конечно, тщательно охранять. Чем ценна наша природная популяция абрикоса в нашем Заилийском Алатау? Она представлена большим количеством внутривидовых форм, то есть там есть формы раннего, среднего и позднего сроков цветения. И подбор и форм, и сортов именно по срокам цветения позволит избежать повреждения весенними заморозками и получить хороший урожай. Ну, например, если, допустим, у нас
уже ранние формы вот отцвели и уже завязали плоды, то последующий заморозок им не повредит. И наоборот, если ранние заморозки, то у нас остаются, так сказать, в рабочем состоянии поздние формы. То же самое есть с сортами. Сорта тоже различаются по срокам плодоношения, по срокам цветения. И, естественно, надо учитывать при подборе вот, сортов и форм для своего сада. Ну, сейчас уже выведены сорта, которые цветут на 10-12 дней позже контроля, что позволяет избежать, во многих случаях избежать губительного действия заморозков. И он становится, такие сорта дают более регулярный урожай. Ну, необходимо, мы ставим такую задачу, завести эти сорта, изучить их, подходящие внедрить в производство и, конечно, параллельно использовать их в селекции для выведения местных позднецветущих сортов абрикоса. Тогда наши алматинцы будут иметь более регулярный урожай этой ценной плодовой культуры. Культурные формы абрикоса делятся на 4 основные эколого-географические группы: среднеазиатская, ирано-кавказская, европейская и джунгара-заилийская. В Казахстане культура абрикоса развита слабо. Объясняется это недостаточной зимостойкостью деревьев и плодовых почек. Анализируя климатические условия годов, установлено, что в Талгарском районе в течение 10 лет абрикос дает только 3 урожая. В условиях Иссыка, уже Инбекши Казахского района, Иссыка уже 3-4. А с продвижением на юго-восток там теплее климат, и там уже в районе Маловодном до 5 урожаев в 10 лет дает. А в регионе Чилика и Басиита там урожай уже получает 6-7 урожаев. А в Уйгурском районе, это Шунже и Жаркенте, там урожайность дает в течение 10 лет 8 урожаев. Это говорит о том, что основная зона производства в Алматинской области должна складываться, и она действительно в настоящее время большей площади занята, это в этих областях. При реализации проекта «Инситон Фарм» сохранения и использования агробиоразнообразия плодовых культур и их диких сородичей в Центральной Азии путем обследования фермерских хозяйств Алматинской, Жамбыльской, Южно-Казахстанской областей выявлено, что в садах Казахстана в основном выращиваются следующие сорта абрикоса: краснощекий, никитский, майский, персиковый, киргизский, джаупазак, кок-пишар, сары-урюк, анарбай, шалах. Абрикос по своей природе является ежегодно плодоносящим растением. Однако среди плодовых пород умеренно теплого климата он является культурой, требующих особо благоприятного сочетания климатических условий. Низкие зимние морозы, резкие понижения температуры воздуха в весенние и осенние периоды, дождливая погода во время цветения, вспышки болезней и вредителей могут привести к значительному снижению или полной гибели урожая. У большинства сортов абрикоса основная масса урожая закладывается на коротких приростах плодовых почек. Биологической особенностью абрикоса является его способность, помимо основного прироста, образующего весной и в первую половину лета, давать в вегетационный период вторую и даже третью волну роста. Плодовые почки у абрикоса закладываются на разных типах древесины. Букетные веточки и шпорцы формируются на скелетных и полускелетных ветвях, то есть на довольно старой древесине. Живут эти плодовые образования недолго, до 5 лет, и они же наименее зимостойки. Гораздо большей зимостойкостью обладают цветочные почки на однолетнем приросте, особенно на побегах второй волны роста. В годичном цикле развития плодовых почек абрикоса различают 3 периода. Первый – закладка и формировка происходит во второй половине лета,
при высокой температуре. Второй – зимнее развитие. Этот период заканчивается в середине декабря. В это время формируется спорогенная ткань и клетки пыльцы. Оптимальная температура – плюс 5 градусов. Третий период – распускание и активный рост. И как раз в это время часто происходят возвраты холодов, губящие почти весь урожай. Закладка плодовых почек на побегах второй волны роста происходит позже, и весной эти почки также позже пускаются в рост, практически на 7 дней, сохраняя значительную часть урожая. Поэтому нужно добиваться образования большого количества молодых веточек и второй волны роста. Для этого в конце мая, начале июня укорачиваем все отрастающие побеги наполовину. То же самое мы делаем и на яблонях. И в этом случае все питание будет идти не на рост, а на вызревание как плодовых, так и ростовых почек, которые уже в начале июля дружно тронутся в рост. Следовательно, чтобы урожай был ежегодно высоким, надо добиваться образования большого количества молодых плодовых веточек, а также второй волны роста. Абрикос – горное светолюбивое растение, плохо переносит и сильно страдает при загущении, что выражается в усыхании боковых и нижних ветвей, особенно в тех частях, где кроны деревьев тесно соприкасаются одна с другой. Поэтому при посадке он должен быть обеспечен оптимальной площадью питания. Абрикос обычно считают высокозасухоустойчивой культурой. Однако для получения регулярного и высокого урожая он не должен испытывать недостаток во влаге, так как большая часть его корней расположена сравнительно неглубоко. Абрикос чувствителен к засолению почв. Поскольку абрикос – культура очень светолюбивая, большое влияние на урожайность оказывает форма кроны. При загущении фотосинтез в листьях падает в 10 раз, развиваются болезни и вредители. В природе абрикос обыкновенный формирует в основном зонтичную крону. А в культуре предпочтительно вазообразная. Она как чаша собирает солнечные лучи. При этом значительно упрощается сбор плодов, улучшается качество урожая. Рассмотрим на примере молодого персика. Для этого в 3-5-летнем возрасте на саженце необходимо сформировать 5-7 скелетных ветвей, равномерно отходящих от штамба, под углом примерно 60 градусов, вырезав волчки и все загущающие побеги. Ростовые почки нужно направить на периферию кроны. На урожайность влияют не только капризы погоды, но и болезни, особенно камедотечение и растрескивание коры, от чего дерево может просто погибнуть. Наплывы камеди срезают острым ножом, не повреждая камбий, зачищают и наносят садовый вар. Хорошо помогает и старый забытый прием бороздования. Оголенную древесину необходимо на 2-3 раза прокрасить масляной краской. Технологию выращивания посадочного материала абрикоса представляет фермер села Байсеит Алматинской области Ахмед Мухтаров. Сейчас я вам покажу, как надо готовить косточки к посеву. Воду заливаем на пол-ведра. Вот, пожалуйста. Вот смотрите, сверху всплывают все пустые и полупустые. Вот они. Этого вообще не нужно сажать. Он
не сходит. Поэтому его лучше убирать. Да. Мы замачиваем на марганцовке. Как фунгицид считаем. А внутри косточка, она чистая. А вот снаружи есть какие-то грибные болезни, что-то есть. Может быть, для стопроцентной уверенности мы добавим сюда марганцовку. Чистые косточки можно уже сеять. Вот натянули, бороздка готовая, и можно на него высевать. И время, когда надо высевать косточки, это самое лучшее время, это конец октября, начало ноября. Вот закрывать, вот косточка, чтобы 3 раза больше земли. Вот она. Да, по диаметру. Наша земля, сами знаете, сорозен. Видите, весной он как здесь плотная корка будет. Чтобы этого корка не было, мы ребятам просим сверху, вот так, высевать, сеять песком. Песком накрыть его. Песком накроем, он влагу держит, и сходу будет очень хороший, густые, очень хороший сходу будет. Посеяли косточки, взойдет в конце марта, начале апреля. И он будет расти до августа месяц. После 20 августа до 20 сентября самое лучшее время окулировки. Мы делаем Т-образный и приклад. Весной, следующего года он дает всходы. И весной, марте месяце мы смотрим, прижитый, не прижитый. Через год, если после окровки, уже осенью готовые саженцы будут. Готовые саженцы мы будем уже выкапывать и держать в прикопе. Закладка плодового сада целиком зависит от формы кроны. Допустим, вот эти редкие колоновидные для наших мест сорта можно высаживать из расчета 3/5. Сорт колхозный и сорт спитокремовый. Вот 2 сорта. Схема посадки. Вот этот сорт обязательно надо сажать 8/6. Видите, он как раскидистый, крона. Его никак невозможно сажать на 5/5, 6/5. Его надо сажать 6/8, 8/6. Вот это компактная крона. Это сорт спитокремовый. Его можно сажать 5/4. Вот мы посадили 5/4. Вот обрезку мы сделали весной. Вот убрали 1, 2, 3, открыли внутрь открыли, снизили крону. Каждый год надо убирать 1-2 основные скелетные ветви. Вот следующий год будем убирать вот это. И он будет открываться. И для абрикоса что нужен? Для плода абрикоса? Солнце, воздух и вода. Несмотря на исключительную ценность абрикоса, к сожалению, практически никто не занимается селекционно-генетической работой и не создаются новые сорта. На юго-востоке Казахстана, в том числе и в Алматинской области, хороший урожай абрикоса бывает только в благоприятные в климатическом отношении годы. Это примерно 4 урожая в 10 лет. Особенно сильно повреждаются зимним иссушением завозные сорта. Известный ученый Джангалиев отобрал 16 сортов клонов абрикоса из природных популяций, которые по вкусовым качествам стоят выше многих культурных сортов. По сути, это готовые сорта, созданные самой природой на протяжении многих тысячелетий в результате естественного отбора. Внедрение местных отобранных форм в культуру может разрешить проблему абрикоса на юго-востоке Казахстана. Для фермерских хозяйств предпочтительно выращивать универсальные сорта среднеазиатской селекции джаупазак, а также отлично зарекомендовавшие себя в этих районах сорта европейской группы краснощекий, краснощекий никитский. Правильно подобранный ассортимент и соблюдение всех агротехнических мер согласно биологическим требованиям абрикоса гарантия получения регулярно высоких урожаев этой безусловно ценной плодовой культуры.